Нейробиолог Джо Диспенза задает один вопрос, который меняет все. Что, если старение – это не приговор, а привычка? Представьте двух людей, обоим 65. Один едва поднимается по лестнице, задыхается, жалуется на суставы и говорит, что возраст берет свое. Второй бежит марафон, работает в саду, смеется на вечеринке у друзей. Они ровесники, но биологически разные существа. Почему? Это не везение, и это не гены, это конкретные механизмы. И сегодня мы разберем каждый из них с опорой на исследования, которые перевернули современную геронтологию. Биологический и паспортный возраст. Наука давно установила, хронологический возраст – это просто цифра в паспорте. Биологический возраст определяется состоянием клеток, сосудов и генетической экспрессии. Разница между людьми одного года рождения может достигать 20 биологических лет. Это подтвердило масштабное исследование университета Дюка. Более 1000 человек наблюдались с рождения до 45 лет. У одних тело в 45 работало как 60-летнее, у других – как 30-летнее. Ключевой инструмент измерения – эпигенетические часы. Их разработал профессор Стив Хорват из Калифорнийского университета. Они измеряют метилирование ДНК и определяют ваш реальный биологический возраст с точностью до нескольких лет. И вот принципиально важное – эти часы можно замедлить, иногда обратить вспять. Именно это утверждает Джо Диспенза, и именно это теперь доказывает наука. Механизм первый – теломеры и эпигенетика. Начнем с теломер – защитных колпачков на концах хромосом. Каждый раз, когда клетка делится, она немного укорачивается. Когда становятся слишком короткими, клетка умирает. За открытие механизма теломер в 2009 году была вручена Нобелевская премия. Диспенза идет дальше биологии и задает ключевой вопрос – что управляет скоростью этого процесса? Ответ – сигналы из внешней среды. Он опирается на принцип эпигенетики. Гены и ДНК не контролируют нашу биологию. Напротив, ДНК управляется сигналами извне клетки, включая энергетическое послание нашего разума. Что это означает на практике? Хронический стресс ускоряет укорочение теломер. Доказано измерениями. Курение ускоряет, воспаление ускоряет, сон менее 6 часов тоже ускоряет. А физическая активность, осознанность и медитация замедляют. Сам Диспенза в 2017 году начал измерять длину теломер у участников своих ретритов и зафиксировал нечто, что ученые поначалу отказывались принимать. Изменения происходили не за месяцы, а за несколько дней, потому что изменялся не только химический, но и энергетический сигнал клетки. Механизм второй – стресс как эпигенетический переключатель. И здесь Джо Диспенза особенно точен. Цитирую его напрямую. Стресс – одна из главных причин эпигенетических изменений, потому что он выбивает тело из равновесия. Он приходит в 3 формах – физический, химический и эмоциональный стресс. В геронтологии это явление получило название inflammaging – слово, объединяющее воспаление и старение. Хроническое низкоуровневое воспаление, которое не дает острых симптомов, но постоянно разрушает ткани, сосуды и нейроны. Его главные источники – накопление так называемых зомби-клеток, ультрапереработанная еда, сидячий образ жизни и, что особенно важно, хроническое эмоциональное напряжение. Диспенза объясняет это через нейронауку. Если человек каждый день прокручивает одни и те же тревожные мысли, он буквально каждый день подает клеткам один и тот же воспалительный сигнал. Тело стареет не от лет, а от повторяющейся химии страха. Механизм номер 3 – мышечная масса, валюта долголетия. Третий фактор и, пожалуй, самый недооцененный – мышечная масса и кардиореспираторная выносливость. Доктор Питер Атия называет мышечную массу валютой долгой жизни. Сила хвата, простое измерение кистевым динамометром, является одним из самых точных предикторов смертности в пожилом возрасте, более точным, чем артериальное давление. После 50 лет человек теряет в среднем 1-2% мышечной массы ежегодно. К 70 это уже треть от пика.
Именно потеря мышц, а не возраст сам по себе – причина большинства падений, переломов и утраты независимости. Но это обратимо. Силовые тренировки в любом возрасте работают. Это подтверждено клинически в десятках независимых исследований. Реальные примеры. Познакомьтесь с Чарльзом Юстером. В 63 года он впервые сел в лодку-одиночку. В 95 установил мировые рекорды в академической гребле среди ветеранов. Он тренировался 6 дней в неделю и занимался силовыми упражнениями до самой смерти в 97 лет. Фауджа Сингх финишировал марафон в 100 лет и 1 месяц. Его формула была проста: двигайся каждый день, ешь умеренно, не держи злость. Но это не аномалии природы. Это люди, которые сознательно управляли теми самыми механизмами, о которых мы говорим. Они давали клеткам правильные сигналы через движение, через питание, через состояние ума. Прорыв. А теперь самое важное. В ноябре 2025 года в научном журнале Communication Biology было опубликовано исследование Калифорнийского университета Сан-Диего. Объект изучения – участники недельного ретрита под руководством Джо Диспензы. 20 здоровых взрослых, 7 дней, 33 часа медитации, никаких препаратов. Результаты поразили научное сообщество. Первое. Мозговая активность во время медитации достигала паттернов, ранее фиксировавшихся только при применении веществ с полным отключением сети пассивного режима, той части мозга, которая отвечает за бесконечный внутренний монолог и самокритику. Второе. Плазма крови, взятая после ретрита, в лабораторных условиях стимулировала рост нейронов. Резкое увеличение BDNF, белка нейропластичности. Третье. В крови значительно выросли эндогенные опиоиды, собственные болеутоляющие вещества организма. Четвертое. Зафиксированы эпигенетические изменения в экспрессии генов, связанные с устойчивостью к стрессу и биологической адаптацией. Старший автор исследования, профессор Хемал Патель, сформулировал это так. Это не просто снятие стресса. Это фундаментальное изменение того, как мозг взаимодействует с реальностью. И мы можем измерить это биологически. За 7 дней без таблеток. Голубые зоны. Исследователь Дэн Бютнер изучал голубые зоны, регионы с наибольшей концентрацией долгожителей – Окинава, Сардиния, Никоя в Коста-Рике, Икария в Греции, Лома-Линда в Калифорнии. И нашел то же самое, что фиксирует Диспенза в своих ретритах. Не супердиета, не волшебная таблетка. Движение как часть повседневности, осмысленная жизнь, принадлежность к сообществу, управление состоянием ума. Японцы Окинавы называют это икигай – причина просыпаться по утрам. И принцип питания харахатибу – останавливайся на 80% сытости, никогда до полного. Диспенза добавляет к этой картине нейронаучный слой. Жители голубых зон интуитивно живут в состоянии низкого кортизола и высокой когерентности сердца и мозга. Они не знают этих терминов, но их тело знает. Что делать прямо сейчас? 5 шагов, подтвержденных наукой. Первое. Силовые тренировки. Минимум 2 раза в неделю. Спортзал не обязателен. Приседания, отжимания, резиновая лента – этого достаточно для начала. Второе. Белок при каждом приеме пищи. После 60 тело хуже его усваивает. Норма – 1-1,5 грамма на килограмм веса в день. Третье. 7-8 часов сна. Именно во сне мозг очищается через глимфатическую систему. Открытие 2013 года, изменившее понимание нейродегенерации. Четвертое. Ежедневно 5-10 минут тишины. Не обязательно полноценная медитация. Достаточно убрать фоновый шум и дать мозгу выйти из режима выживания. Диспенза называет это «прервать химию прошлого». Пятое. Найдите свой икигай. Хобби, волонтерство, сад, внуки – что угодно, ради чего хочется вставать утром. Гарвардское исследование, длившееся 80 лет, дало однозначный ответ. Качество отношений и ощущение смысла – мощнейший предиктор долголетия. Не диета, не упражнение. Именно это. Джо Диспенза говорит:
Эпигенетика утверждает, что генам можно дать сигнал переписать будущее. После 60 тело продолжает отвечать на правильные сигналы. Оно способно наращивать мышцы, замедлять воспаление и удлинять здоровые годы жизни. Разница между теми, кто сдает, и теми, кто становится только крепче, не в удаче и не в генах. Она в ежедневных решениях. А что вы думаете по этому поводу? Не стесняйтесь оставить комментарии.